привет, из Казахстана, Тимиртау. Хотела бы рассказать о том, с какими проблемами столкнулось сообщество в Карагандинской области. В первую очередь это закрыли в режим карантина, закрыли наркологию на ремонт. Ну, я так понимаю, что власти знали уже о том, что будет карантин, и, в принципе, наркологию не собирались и под ремонт отдавать, и сейчас она отдана под карантин. Но сам факт, что людей отправили получать лекарства в Караганду. Благодаря усилиям сообщества людей, употребляющих наркотики в Казахстане, люди стали ездить туда на машине. Спустя некоторое время карантин усилили, и получается очень сложно, то есть там ты уже не поедешь, нужен специальный пропуск. Мы добились того, что у людей есть специальные пропуска, есть пропуск у водителя. Но чтобы дойти до водителя, людям приходится идти далеко в степь. Это выезд на Караганду, чтобы сесть туда, потому что, невозможно, потому что большие пробки, и люди преодолевают это расстояние каждый день, чтобы сесть в машину и спокойно доехать там до сайта, да. В то время, когда усилился режим карантина, людям попросили и предложили такой вариант, что, наверное, лучше вам, сейчас будут большие проблемы, и все-таки вам лучше выйти на детокс. Мы вам предлагаем три варианта. Или вы ложитесь и получаете метадон в стационаре. Причем хочу заметить, что сейчас у нас стационары, то есть отсутствует детокс, и наркологии не работают как таковые. И все те люди, которые там были, их потихонечку распускают. В общем, первый вариант – это вы ложитесь, вам дают метадон в больнице. Второй вариант – вы ложитесь, и вы плавно выходите с него, и также продолжаете лежать. И третий вариант – мы даем вам трамадол. Трамадол, то есть и карбамазепин. Трамадол вы покупаете сами, а карбамазепин мы вам дадим. На вопрос мой, откуда у людей деньги на трамадол? Она говорит, нету у нас есть вот жидкие. Жидкие ребят как бы не устроил. Разговаривали с ребятами, ребята приняли решение, и я понимаю, что это очень сложное решение было для всех и психологически, и все-таки приняли решение и собрались на детокс. 4 решили на детокс, 3, 2 должны были через пару дней как бы определиться. Тем 3 выдали рецепт. После этого человек, у нас есть девушка на трамадоле, то есть она не спала, не ела, чувствовала себя отвратительно. И, в общем, то есть это понятно, что вариант трамадола это не для нее. В общем, пришлось позвонить и говорить, слушайте, раз вы же все-таки собирались кого-то возить, и у вас есть одна машина, то давайте возить вот этих 3, а те пускай 4 идут на детокс, раз они уже приняли такое решение. Они говорят, слушай, точно, да, наверное, мы их будем тогда возить. Через какое-то время мне опять позвонил руководитель и говорит, нет, слушайте, давайте мы, наверное, не будем их брать на детокс, потому что все-таки, наверное, сейчас еще все усилится, и они не смогут быть в наркологии, им придется оттуда выйти. Для людей это такая вторичная психологическая травма, люди заняли денег, потому что сейчас никто не поедет, тебе не передаст передачку, надо было все закупить для себя, да, все отменилось. А сейчас понятно, что здание наркологии, да, оно не есть под ремонтом, оно под карантином, и сегодня, когда я ездила по городу, я встретила врача, и она сейчас там работает, и она сказала, вы, наверное, вообще не рассчитываете на это здание, потому что все-таки ничего не известно, и, наверное, все-таки вы будете продолжать ездить в Караганду. Это если по ситуации заместительной терапии. И когда люди возвращаются с Караганды, у нас уже наступает час пик. С 10 до 4 дня у нас не ходят автобусы. И, не ходят люди, не ходят автобусы. И, получается, люди идут, более часа добираются до дому обратно с блокпоста. И по моим просьбам предоставить людям машину, я получила отказ, потому что у водителя только проезд там до блокпоста и обратно с Караганды.
Хотелось бы сказать, конечно, о главной проблеме, которая существует в стране. Это в том, что и службы наркологии, и правоохранительные органы, и местное правительство, они отказываются рассматривать тот вариант выдачи на руки лекарства людям. Несмотря на то, что все страны практически, кроме Белоруссии, как я понимаю, и Казахстана, уже рассмотрели такой вариант, и люди получают свое лечение на руки. А, Несмотря на то, что есть международные рекомендации, и практически все страны осуществляют выдачу метадона на руки. Казахстан отказывается и, в принципе, вообще не рассматривает этот вопрос. Ну, а по ситуации в городе, конечно, у нас масочный режим. Люди, так сказать, наверное, какие-то немного обозленные. Когда это все начиналось, было страшно сходить в поликлинику, потому что невозможно было покашлять, и на тебя прям бросались, и я была этому свидетель. Сейчас, ну, люди, кто-то гуляет, кто-то не гуляет, кто-то соблюдает режим, кто-то не соблюдает, но если ты не соблюдаешь режим, у нас за это, ну, большой штраф. Поэтому ситуация разная, но город опустел, но и сказали, как бы вот, ну, в принципе, пока вот все остается на своем месте. Ну, я хочу пожелать всем крепкого здоровья, я хочу пожелать, чтобы вы себя берегли, и я хочу пожелать всему сообществу, которое сейчас смотрит меня, чтобы в такой ситуации мы, наверное, были более близки друг к другу, забыли, может быть, все, что там было раньше до этого, и просто пересмотрели, посмотрели на все по-новому и просто на расстоянии, чтобы каждый чувствовал эти объятия друг друга.